Привет! Давайте сегодня разберемся, как быть счастливым. Первое. Разберемся, от чего зависит это счастье, да, ощущение нашего счастья. И второе, как на это можно повлиять. Почему так много людей несчастливы? Давайте посмотрим на это объективно. Я надеюсь, меня хорошо слышно. У меня дети спят, я записываю первое видео дома, когда все спят. Вот даже кот спит. Вот согласитесь, что есть люди, у которых есть все объективно для счастья. Здоровье, семья, дети, деньги. Но они в глубине души чувствуют себя несчастливыми. Значит, можем сделать вывод, что внешние обстоятельства на уровень счастья не влияют. Говорят, конечно, что богатым проще быть счастливым, чем бедному быть счастливым, да? Есть, конечно, влияние, но мы не можем с вами утверждать, что человек будет несчастлив только из-за каких-то внешних обстоятельств. Что-то происходит внутри человека, что влияет на уровень его счастья. И есть в жизни много примеров, где люди были счастливы в объективно сложных, трудных ситуациях, то есть где их жизнь, да, протекала в каких-то трудностях серьезных, но при этом они чувствовали себя счастливыми. Кстати, как вы понимаете счастье? Потому что счастье — это так же, как любовь, как достаток, такое, знаете, очень абстрактное понятие, да, и туда каждый может наложить значение свое какое угодно. Давайте проясним. Я понимаю счастье как это когда я выхожу, например, на улицу, и в какой-то момент останавливаюсь, и меня накатывает такая волна радости жизни. Или дома сижу, читаю, например, книгу, раз отвлеклась, смотрю, там кот идет любимый, или дети пришли со школы. Что-то произошло, что так на секунду раз как будто остановило меня от какого-то действия в моменте. И я так чувствую, по мне такая волна радости жизни, вкус жизни, осознание вот этого момента, и как будто именно в этом моменте я счастлива. Напишите в комментариях, как вы понимаете счастье, что такое счастье для вас, как вы его чувствуете. Потому что у каждого будет разное, и это абсолютно нормально. Но что бы вы там ни написали, в любом случае ваш уровень счастья, именно что вы чувствуете в этот момент, да, какие у вас чувства, будет зависеть от того, вырабатывает ли ваш мозг нужные гормоны. Потому что чувствуем мы себя радостными, счастливыми, воодушевленными только когда самолет летит. Интересно, будет слышно вам его сильно или не стоит останавливать видео? Не буду. Чувствуем вот эти вот приятные чувства мы только когда наша вот эта компьютер, машинка, да, такой главный компьютер, принимает решение телу: вырабатывай гормоны счастья, радости, вот эти всякие эндорфины, там нейромедиаторы. Вы это знаете лучше меня, наверное, уже. И вот если компьютер дает задание системе, да, которая нашей внутри вырабатывает гормоны, гормональной системе, то гормональная система вырабатывает эти гормоны, и за какие-то там микродоли секунды, не знаю, там, ну, насколько я помню, когда я учила, это, по-моему, за 20 секунд. Интересно, кстати, вспомнить и проверить. Знаете что? Я когда видео запишу, пойду в Google и посмотрю, и вам напишу на экране. Здесь появится, да? Ну, в общем, это точно какое-то очень-очень маленькое время. Я легко найду это время, потому что это время, когда кровь в теле совершает полный цикл. То есть вот кровь, да, захватили туда эти гормоны, выбросились, да, и как бы вот захватила кровь эти гормоны, и такая быстренько по всему телу их разнесла. Это реально какое-то очень короткое время. И вот если мозг дал эту команду гормональной системе, и она выработала эти гормоны счастья, радости, то мы почувствуем с вами счастье. Опять самолет шумит. Блин, снимаю видео в 11 ночи. Вот какие самолеты, почему каждые 5 минут они тут летают в 11 ночи? Кто куда летит в 11 ночи? Не понимаю. Ну ладно, надеюсь, вам не сильно слышно. Поэтому получается,
что счастливы мы тогда, когда наш мозг решает сделать нас счастливыми. И в меньшей степени это зависит от внешних обстоятельств. Ну вот если вы мне скажете, что от денег и безопасности зависит, то я с вами, конечно, соглашусь, потому что, конечно, стать счастливым в концлагере, например, но это нужно быть уникальным человеком, одним из сотен тысяч, там, да, и такой человек один был. И, возможно, вы тоже знаете, кто это. Это Виктор Франкл. Он написал книгу о том, как он находился в концлагере, смог там выжить и, ну, как-то относительно чувствовал себя счастливым. И такие люди, которые необычно счастливы в необычно сложных обстоятельствах, они нам доказывают, что решает все-таки мозг. И да, в богатстве и в безопасности проще быть счастливым. Почему? Потому что вот чтобы наш мозг принял решение, а давай-ка я сейчас тебя осчастливлю и дам задание гормональной системе сделать свое дело, для этого нужно, чтобы мозг не чувствовал опасности. И, конечно же, обезопасить свою жизнь проще всего, когда ты финансово успешен, когда у тебя есть деньги, на свое жилье, и тогда ты не думаешь о том, что ты живешь где-то временно или что ты живешь где-то в аренде и тебя могут куда-то сдвинуть, да, ты знаешь, что у тебя есть свой угол. Это добавляет чувство безопасности. Когда ты знаешь, что тебе завтра есть что одеть, ты можешь сходить в магазин, купить, что хочешь. Когда у тебя есть какие-то атрибуты роскоши, да, ты знаешь, что ты еще и в безопасности, потому что, ну вот доказано, кстати, учеными тоже, что люди, которые одеты в атрибуты роскоши, ну, то есть у которых одежда такая прям вот с иголочки, видно, что человек дорого одет, там, не знаю, дорогие часы у него, дорогая обувь, дорогая тачка. Другие его воспринимают уже заранее на ступеньку выше, чем если этого же человека раздеть, убрать у него все атрибуты роскоши. То есть вот эти атрибуты роскоши, они в глазах других добавляют человеку харизмы. И тогда, конечно, ну, тем, кто харизматичны, им более безопасно в этом мире, потому что люди их как бы уважают уже заранее, прислушиваются к ним, более аккуратны с ними в контакте, более уважительно. Поэтому да, внешний достаток влияет на нашу способность чувствовать себя счастливым в какой-то степени, но это не основной аргумент. Он может добавлять баллы там, где есть основания чувствовать себя счастливым. И вот что будет основание? Когда человек чувствует себя наоборот, несчастливым, а виды несчастья здесь можно вложить в это слово два значения. Разберем сейчас по полочкам, что такое несчастье. Первый вариант – это когда я в отрицательно, в минус, несчастливый. Это такая, знаете, вот очень жертвенная позиция. Ну что же я такой бедный, несчастный? Ну опять мне не везет. Ну блин, опять это со мной произошло. Ну что такое? Почему я вечно встреваю? То есть я ненормальный, я какой-то прям в отрицание, да? Я какой-то не такой, негативное значение. Вот это мы сейчас трогать не будем, потому что там это другая тема, там очень много причин, это более обширная тема. Возьмем сейчас пример другого вида, второго вида несчастливый, когда вроде бы я и не жертва, и вроде бы объективно ничего плохого со мной не происходит, но и ничего хорошего, и я какой-то вот в середине золотой как будто. Мне чего-то не хватает для того, чтобы считать счастливым. Я не несчастный в смысле, что мне плохо, я страдаю. Я вроде окей, но счастья я не чувствую. Почему я говорю об этом в этом видео? Потому что на самом деле вот так сложилось, что в последнее время ко мне люди частенько стали обращаться с таким запросом. Они какие-то объективные приводят причины. Там, вот у меня с мужем то, вот у меня с детьми то, вот у меня с финансами то. То есть как будто человек, знаете, хватается в своей жизни, ищет зацепочки, а как же доказать самому себе, там, и мне, например, на приеме, что я не чувствую себя счастливым не просто так, а у меня есть на это какие-то причины. А причин вроде объективных в жизни-то и нет. И он пытается их дотянуть, чтобы как-то оправдать свое состояние. Оправдывать свое состояние никогда не нужно. Все чувства, что вы чувствуете, мы все имеем на них право, и все наши чувства
верные, с нами все окей. И можно быть несчастливым даже без объективно видимых на то причин. Сейчас объясню почему. Потому что все тот же мозг решает не посылать гормоны счастья человеку в кровь. И человек поэтому не чувствует счастья. А мы, люди, так устроены, что нам нужны какие-то качели, разумные эмоциональные качели. Не когда крышу сносит и страдаю, но разумное чередование, полоска белая, полоска черная, хорошо, плохо, какое-то движение, изменение нам в жизни нужно. Но не можем мы всегда себя чувствовать никак. Мы тогда как будто даже не существуем, как будто контакт с миром немножко нарушен. Если я все время себя чувствую как-то нейтрально, никак, нехорошо, не может быть плохо, то я как будто какой-то не такой. А я вообще есть? Человеку нужно, это потребность чувствовать разные эмоции. Это как человеку нужно есть разную еду. Но нельзя есть всю жизнь вообще там, не знаю, один вид каши, один вид мяса и один вид овоща. С ума сойдешь от этого однообразия. Есть люди, которые любят одинаковое, да, но все равно это, знаете, какие-то чередования. Там, месяц полюбил гречку, потом там макароны месяц любишь, да? Вот. Но всю жизнь, долгое время, так и с эмоциями. Нам нужно чередование эмоций. Только дозировано, чтобы мы с ума от них не сходили, от количества. А вот тут у человека, представляете, долгий промежуток жизни, времени, там, не знаю, полгода, год, несколько лет. Случается, что не вырабатываются гормоны счастья много, их все время мало, все время дефицит. И поэтому появляется вот это ощущение, что мне что-то не хватает для счастья, я какой-то несчастливый. Вроде окей, но несчастливый. Чтобы влиять на любую ситуацию, нужно понимать, как эта ситуация устроена. Поэтому давайте разберем, почему человеку мозг не дает этих гормонов счастья длительное время. Так бывает, когда у человека случается диссоциация. Это такой термин психологический, сейчас объясню, что он значит. Диссоциация – это когда наш мозг нас защищает от осознавания чего-то, что с нами происходит внутри, во внутреннем мире. Наш внутренний мир – это чувства и эмоции, ценности наши, тоже внутренний мир. Но сейчас про чувства и эмоции. И вот когда у человека случаются с ним какие-то чувства и эмоции, которые для него тяжелые, например, так тоскливо от одиночества и печально, пытаюсь построить отношения, пытаюсь нравиться людям, а никому не нравлюсь, никто со мной дружить не хочет, партнер не находится. И так сложно осознавать, что у меня не получается, я каким-то себя на самом деле бессильным чувствую, но я не могу ощутить эту свою бессильность, иначе сойду с ума. И тогда мозг такого человека будет защищать. Слушай, друг, принимает решение мозг, я сейчас сделаю так, что ты не будешь чувствовать это бессилие в полной мере, будешь его не замечать, как будто его нет. И тогда ты с ума не сойдешь, тогда ты будешь жить. Но фишка здесь такая, что когда наш мозг блокирует нашу чувствительность, он не может заблокировать ее только на какое-то одно чувство. Это вот, знаете, вот я в редакторе, в котором видео редактирую, могу взять какой-то один цвет, выделить, например, вот этот, и изменить его, сделать его не таким ярким. А вот в мозге нет такого редактора. Мозг, если будет изменять яркость, силу чувств, то он будет ее гасить, как звук на телевизоре. Не какие-то отдельные звуки, а полностью все. Просто все сделает тише. И тогда у человека гасится не только чувство его беспомощности, но и вообще все чувства и эмоции, которые с ним происходят. За это отвечает рептильный мозг. Это такая часть внутри нашего мозга, одна часть, у которой есть определенные функции. Я когда учила это, запоминала, естественно, через слово рептилия. Я представляла себе такую игуану, какую-нибудь ящерицу, которая такая живет в человека в голове. Рептилия, рептильный мозг. Это самая древняя часть мозга, которая отвечает за наше выживание. То есть она следит за тем, безопасно ли нам, в безопасности ли мы, то есть не угрожает ли что-то нашей жизни, телу. И вот засада. Именно эта часть мозга решает,
выделит ли нам энергию для жизни, или сделает нас вялым, ленивым прокрастинатором. Или, в принципе, человек, когда несчастлив, у него и энергии-то нет, да, он не чувствует особо радость, все, и энергии нет что-то делать, чтобы эту радость как-то добывать себе. Потому что когда ты достигаешь каких-то высот, успехов, всегда автоматически вырабатывается нейромедиатор, проще скажем, гормон, дофамин. Он дает вот это чувство: вау, я молодец, я сделала это. Да, и чтобы его ощутить, нужно чего-то добиться. Чтобы что-то добиться, нужна энергия, нужно пойти сделать. И вот именно эта часть мозга, вот эта вот внутренняя древняя рептилия, не дает мозгу команды дать нам почувствовать себя счастливыми. Почему так бывает? Смотрим задачу этого мозга. Для чего он нам? Да? Он отвечает за нашу безопасность. Он следит за нашей безопасностью. Такой внутренний контролер. Все ли для тебя безопасно? И, соответственно, когда он не дает нам ощутить вот этот прилив сил, энергии, гормонов радости, он считает, что мы не в безопасности. Есть такое понятие хронический стресс. Это когда человек находится постоянно, долго, регулярно в ситуации, где ему небезопасно, нехорошо, некомфортно, где он что-то терпит. И тогда, естественно, вот этот мозг наш блокирует наши силы. Вот, поэтому, чтобы почувствовать себя счастливым, нужно что-то сделать, как-то договориться с этой частью мозга. Бороться с ним, доказывать, управлять им бесполезно. Он нами управляет. Да, но это как в компьютере, пытаться изменить ход системы. Не изменишь. Надо, зная правила, по которым работает компьютер, как машина, понять, что нужно сделать, чтобы получить нужный результат. Поэтому, чтобы стать счастливым, чтобы чувствовать счастье, нужно договориться с этим древним нашим мозгом, с внутренней рептилией, о том, что мы в безопасности. Можно расслабиться и дать нам кайфовать от жизни без каких-то дополнительных стимуляторов в виде, алкоголя или, не дай бог, наркотиков, да, кайфовать от жизни по-трезвому. Так, маленькая вставочка, что алкоголь, наркотики появляются там у человека в жизни, где ему нужно уходить от реальности, потому что реальность какая-то невыносимая. Тоже что-то, диссоциация входит, да, что-то гасится, и человек начинает искать пути, как не чувствовать реальность, как расслабиться. Это что ж так напрягает, что нужно расслабляться такими искусственными допингами, которые в себя вводишь. Поэтому как будем договариваться с вот этой внутренней рептилией? Находить точки травмы из детства, которые сейчас, как флешбеки, с нашей реальностью соприкасаются, триггерят нас в реальности. Перевожу на простой человеческий язык с психологического. Вот живем мы, и каждый день где-то что-то нам напоминает, нашему мозгу, вот этому, напоминает о том, что, а это похоже на ту ситуацию из прошлого, где я был в опасности. А я-то умный, я же учусь на своих ошибках, меня же не проведешь. Я сейчас все тебя заблокирую, диссоциацию сделаю, чувство погашу, энергии не дам, чтобы ты туда не совался. Не ходи на сцену, там опасно. Мозг помнит, тело помнит, что, например, в 4 года девочка описалась в садике, и учитель отругал ее при других детях, а это почти как на сцене, на публику. Понимаете, сцена — это же часто публика, аудитория, публика, да, и вот эта девочка в 5 лет, в 4 года стоит описанная, ей стыдно, ее ругают, и все это видят. И тогда, когда девочка взрослая собирается на сцену, ее мозг такой: мадам, ты меня не проведешь, ты сейчас туда выйдешь, я знаю, как это бывает, флешбэк называется, то есть соприкасание, да, кажется, что это уже было, и тогда мозг нас защищает. Поэтому нужно найти точки вот эти, которые из прошлого так фонят, триггерят нас, проработать их. Потому что если 4-летней девочке оказаться в таком давлении со стороны у воспитательницы, которая взрослая, авторитетная, на глазах у других сверстников, это травмирует,
да, то сейчас эта девочка уже взрослая, мозг у нее полностью созрел, он уже все функции приобрел, допустим, если ей больше 28 лет. И уже не нужно бояться этого прошлого, но его нужно завершить. Вот в прошлое нужно возвращаться, не во все ни в коем случае, не нужно там, знаете, лист выписывать, а что у меня было, а давайте все переработаем. Не, так не работает, это неправильно, потому что с многим люди справляются самостоятельно хорошо. Но надо брать ситуации все в текущем, где это несчастье чувствуется, определенными психологическими техниками находить, какие же части жизни в прошлом дали вот этот негативный опыт, который сейчас триггерит, завершать эти процессы. И тогда мозг не будет больше чувствовать, что ты в опасности. А если ты не в опасности, то не нужно тебя гасить. Можно дать тебе получать радость от жизни. Ты в безопасности, все окей. И тогда возвращается вот эта чувствительность, возвращается этот контакт с реальностью, когда можно просто вот здесь и сейчас, у меня там аквариум, там рыбки плавают. Какая милота. Вон кот, вижу, ушел, там красиво спит, мило. Вот наслаждаться, чувствовать запахи начинаешь ярче, видеть краски ярче. Зрение у некоторых начинает усиливаться, у кого оно было ослаблено. Но без каких-то органических повреждений, да, там, где органика, то есть хрусталик какой-нибудь там пострадал, да, это, конечно, не восстановится от психологии. Но бывает, что просто зрение садится, объективных причин особо нет на это. И вот даже зрение может немножечко подрастать, увеличиваться от того, что мозгу больше не нужно тебя блокировать. Поэтому все, кто хотят себя почувствовать более счастливыми, приглашаю вас на сессии в мир психотерапии. Подберите себе психолога, кто работает именно с определением, есть ли у вас эта диссоциация, да, выход такой из реальности, как ваше тело чувствует себя сейчас в этой реальности, чувствуете ли вы эту реальность. Я сама, как клиент, работала с этим, у меня был психолог, я пробовала все разные техники, потому что в какой-то момент после рождения второго ребенка мне было сложно отойти. Я какая-то была очень апатичная, унылая, мне так все трудно давалось. Я помню, прям как-то я сижу на пляже, вроде все хорошо, дети под присмотром, там муж помогает, солнышко, море, такая обстановка прикольная, классная, а я не чувствую счастья, я чувствую себя вот так вот серо, никак. И я такая, блин, а я и реальность-то как-то не очень чувствую. Я такая, помню, прям беру песок руками, я хочу почувствовать, а оно не чувствуется. И я сижу и думаю, блин, вот я вспоминала прям, как было классно в детстве. Вот вспомните прямо сейчас, было у вас такое, что в детстве в какие-то моменты жизнь чувствовалась так ярко. Солнце светило ярко, звуки были яркими, красивыми, вкусы были вкусными. Вот эта яркость красочной жизни. А потом мы вырастаем, и она убавляется, этот градус яркости. И многие говорят, что мы просто стареем, поэтому жизнь не такая красочная. Да нет, ребята, не просто, не потому что стареем. То есть это можно и старея чувствовать жизнь ярко. Да, просто мозг, в нашем теле копится количество большое разных неприятных опытов, с которыми мозг не смог справиться и записал их как травматичный опыт. И тогда мозгу приходится нас защищать от соприкосновения с этим травматичным опытом. Но если этот опыт убирать, то эта яркость жизни возвращается. И я это сама как клиент прошла на себе. Я посещала разные там виды терапии, работала с этим. И действительно, в какие-то моменты идешь, потом бабах и как в детстве. Вот, слышу все звуки, чувствую вот этот вкус жизни, яркость жизни, все такое яркое. Начинаешь видеть позитив, знаете, не искусственно натягивать на себя этот позитив по типу: слушай, начни улыбаться, и настроение поднимется. Вот не хочется тебе улыбаться, ходи улыбайся, и настроение поднимется. Знаете, такие вот мотивационные штуки. Да хрень это все, когда ты постоянно должен из-под палки себя заставлять улыбаться. Я вот претендую на лучшее. Я хочу, чтобы в моем теле естественным образом рождалось желание улыбаться. Потому что я знаю, что точно, как психолог, что когда человек не перегружен какой-то психологической эмоциональной нагрузкой,
он естественным образом будет чувствовать радость и счастье и позитив. Мы так устроены. Мы в норме должны это чувствовать. Если мы это не чувствуем много и часто, и это прям беспокоит, значит, мы перегружены чем-то, с чем не можем справиться сами. И вот я имела такой опыт. После какого-то количества сессий мне это сложно давалось как клиенту. Я этот путь проходила на себе как такой, искала прямо, где же мне поможет. Разные техники пробовала. И потом иду и помню первый, второй раз. Потом эти вспышки, они были все длиннее и длиннее. Так бабах, вот оно, вот это чувство, как в детстве, вот оно это радость с жизнью, это контакт с жизнью, контакт со своими чувствами и контакт со своим телом. Поэтому всех призываю, всех мотивирую, работайте над собой, правда, не довольствуйтесь меньшим. Жизнь можно менять, и можно претендовать на лучшее. Жизнь будет меняться тогда, когда вы будете меняться сами. Поэтому работайте над собой, развивайтесь. И пусть у вас в жизни будет все самое лучшее. Позвольте себе это. Разрешите внутри себе это хотеть. Если вы досмотрели до конца такое длинное видео, то, пожалуйста, поставьте мне лайк. Это будет означать, что вам либо понравилось и было интересно, либо было полезно, но что-то вас все-таки довело до конца вместе со мной этого видео. Если есть какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях, давайте общаться, обсудим эту тему. Я читаю комментарии и стараюсь всем отвечать. Подписывайтесь также на канал, здесь много видео на тему психологии. Видео выходит каждую неделю. И до встречи. Пока-пока.